Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале «Смотри и знай». Наверняка каждый из нас сталкивался с болью в животе. Но для нас не всегда понятно, с чем это может быть связано. Очень часто мы просто не обращаем на это внимания. И вроде бы все само собой проходит. Согласитесь, знакомая ситуация. Но бывают и такие признаки боли в животе, которые ни в коем случае нельзя игнорировать, так как они могут повлечь за собой самые тяжелые последствия или же осложнения. Давайте сегодня поговорим о болях, к которым нужно относиться внимательнее. Спазмы в нижней части живота. Чаще всего такие спазмы свидетельствуют о раздраженном кишечнике. Это одно из самых распространенных расстройств желудочно-кишечного тракта. Причины развития этой болезни пока еще не до конца изучены, но специалисты предполагают, что дело, скорее всего, в повышенной чувствительности кишечника. Такая проблема чаще всего сопровождается вздутием живота, метеоризмом, внезапной заставшей вас нуждой и диареей. В случае наблюдения таких симптомов лучше всего обратиться к врачу. Лечение этой проблемы непростое, и порой специалисты годами подбирают правильные препараты для каждого человека, учитывая его индивидуальные особенности. Поэтому затягивать с лечением не стоит. Лучше сразу предпринять все необходимые меры. Воспаление кишечника. Такое воспаление очень опасно для здоровья, так как оно нарушает работу всей желудочно-пищеварительной системы. Если такое заболевание вовремя обнаружить, то лечение и последствия не будут слишком сложными. Различают два вида таких воспалений – острое и хроническое. Острое воспаление проявляется резко и сопровождается яркими симптомами. При хроническом воспалении симптомы проявляются постепенно. Очень характерны для такого состояния периоды обострения и ремиссии. Также у этого заболевания есть и внекишечные симптомы, такие как лихорадка и снижение веса. Любое из проявлений этих симптомов грозит серьезными последствиями, вплоть до отека кишечника, а также болезнью Крона. Болезнь Крона – это заболевание, которое поражает все отделы желудочно-кишечного тракта, начиная от ротовой полости и заканчивая прямой кишкой. Поэтому с любыми похожими признаками стоит незамедлительно обратиться к специалисту во избежание очень серьезных последствий. Кислотный рефлюкс. Для начала давайте поймем, что же это такое. Кислотный рефлюкс – заболевание, связанное с избыточным забором кислоты желудка в пищевод, часто сопровождающееся поражением слизистой нижней трети пищевода. Это очень распространенное заболевание, которое даже врачи не сразу распознают и ошибочно ставят диагноз гастрит. У кислотного рефлюкса выделяются типичные симптомы, такие как изжога, отрыжка и тяжесть в верхних отделах живота, иногда и чувство переполненного желудка. Врачи не сразу распознают это заболевание, так как его диагностика – это довольно сложный процесс. Есть три варианта лечения кислотного рефлюкса. Первый состоит в изменении образа жизни и ограничении таких продуктов, как алкоголь, шоколад, цитрусовые и помидоры. С более тяжелыми состояниями рекомендуется медикаментозное лечение, а если и оно не дало результатов, то требуется хирургическое вмешательство. Важно помнить, что не нужно самостоятельно ставить себе диагнозы и назначать лечение. Необходимо сразу же обратиться к врачу. Желчные камни. Если живот болит в самом центре, а боль тупая, отдающая в печень, скорее всего это признаки желчных камней. Такое заболевание имеет огромное множество причин, среди них наследственность, резкая потеря массы тела или даже беременность. Самым характерным симптомом этого заболевания будут приступы резкой печеночной боли. Такие признаки проявляются, как правило, после употребления жирной, острой или жареной пищи. Лечение делится на два типа – с помощью препаратов и хирургическое вмешательство. Также есть способ выведения желчных камней с помощью медикаментов. Профилактикой такого заболевания будет низкокалорийная диета, которая поможет избежать образования камней в желчном пузыре. Язва. Язва очень частое и серьезное заболевание желудка. Как правило, оно протекает с резкими обострениями и периодами мнимого благополучия. Последствия такого заболевания необратимы, и нужно будет всю дальнейшую жизнь следить за своим питанием. Давайте узнаем, что провоцирует язву. Самыми благоприятными условиями для ее развития будет неправильное питание, курение, алкоголь и перенапряжение организма.
Симптомами этого заболевания являются вздутие живота, отрыжка, а также потеря веса и аппетита. Если заболевание проходит без осложнений, то обходится медикаментозным лечением с диетой. Если же наблюдаются осложнения, то необходима операция. Осложнениями при таком заболевании считается частый рецидив. Хорошей профилактикой язв будет в первую очередь исключение стрессовых ситуаций, лечение любых предязвенных состояний, правильное и регулярное питание, а также отказ от вредных привычек. Внезапная боль в левой части живота. Чаще всего это признак диверкулита. Этому заболеванию в основном подвергаются пожилые люди. Диверкулит – это выпячивание кишечника. Образуется это заболевание в основном из-за запоров или же из-за естественного процесса старения. Последствиями диверкулита может стать кровотечение кишечника. Также эта болезнь несет за собой необратимые последствия, поэтому людям в возрасте очень важно следить за своим питанием и стараться предотвращать запоры. Если же осложнения все-таки наступили, в таком случае проводят операцию по удалению части кишки. Хорошей профилактикой такого заболевания станет правильное питание. В рацион нужно ввести большое количество клетчатки, то есть овощи, зелень и фрукты. Также важно употреблять достаточное количество жидкости. Но не стоит забывать, что регулярные походы к врачу помогут снизить риск возникновения таких неприятных ситуаций. Аппендицит. Аппендицит – это серьезное заболевание, последствием которого являются самые разнообразные случаи, вплоть до летального исхода. Поэтому очень важно вовремя обратиться к специалисту. У докторов огромное количество версий, по каким же именно причинам возникает аппендицит. Симптомы обострения бывают настолько разнообразны, что способны ввести в заблуждение даже самого опытного специалиста. Типичными симптомами являются боль в верхней половине живота, отсутствие аппетита и повышение температуры до 38 градусов. При аппендиците есть только один способ лечения – операция по его удалению. Такое заболевание уже достаточно хорошо изучено, и все люди, перенесшие операцию, успешно продолжают жить. Но тем не менее, очень важно вовремя обратиться к специалистам, иначе последствия могут быть очень серьезными. Сегодня мы с вами поговорили о заболеваниях, которые могут не выдавать себя, но тем не менее требуют неотложной помощи специалистов. Все мы иногда сталкиваемся с такими проблемами в животе, но стоит гораздо внимательно относиться к этим проявлениям, так как они могут быть признаками различных серьезных заболеваний. Очень важно научиться прислушиваться к своему организму и распознавать его сигналы о помощи. В данном видео наша команда призывает зрителей как можно внимательно относиться к своему здоровью и научиться чутко отслеживать различные симптомы недомогания. Это будет хорошим подспорьем для предотвращения или своевременного определения некоторых болезней. А на этом мы с вами заканчиваем. До новых встреч, дорогие друзья, и самое главное, будьте здоровы!